Но он сказал, кто, если не я, покажет тот ужас и те зверства, которые сейчас творит Россия. Я должен помочь мариупольцам. Россияне убили его. Они его сначала схватили, потом пытали, очень жестоко пытали. Меня зовут Альбина Львутина, я из Мариуполя родом, и я украинская журналистка, редакторка. Сейчас я вынуждена переехала во Львов в связи с войной. Последнее время я жила в Киеве, последние 3 года, и сейчас пока переехала во Львов для безопасности, потому что в Киев часто прилетали ракеты, недалеко от моего дома тоже, и поэтому пока во Львове немножко, относительно безопаснее. У меня там остался папа, бабушка, дедушка до недавних пор, тетя, была еще крестная, пока не выехала, много друзей, одноклассников, все были там. И связь начала пропадать с Мариуполем где-то на 3-4 день. 1 марта я последний раз поговорила с папой тогда, и после этого 2 месяца я вообще была в неведении, я не знала, что с бабушкой, с дедушкой, что с папой, с тетей. Не все в одном доме были в укрытии. Буквально там через месяц удалось выехать моей крестной. Она к нам во Львов приехала, потом дальше улетела к сыну в другую страну. И как-то по чуть-чуть стали выходить люди на связь. Одновременно с этим стали появляться новости о том, кто погиб, кого больше нет, из знакомых, люди, с которыми я работала, мои коллеги, оператор в Мариуполе Виктор Дедов, он погиб в своей квартире, потому что было прямое попадание, да, и вот эти новости, там кто-то отзванивается и говорит, я жив, а кто-то звонит и говорит, вот у меня у оператора, тоже у другого, у коллеги, у него сын погиб, и они до сих пор его не могут похоронить нормально. Это была авиабомба. Дедушка немножко юмора добавил этой ситуации. У него болезнь Альцгеймера, и он ничего не знает. И вот когда начались обстрелы, и они начали спускаться в подвал, дедушке тяжело объяснить, что происходит. В первые еще дни, когда была связь, папа нам говорил, сидим в подвале, я пытаюсь что-то на улицу выбежать, кушать нам на костре сделать, и каждые 10 минут примерно дедушка спрашивает, а почему мы здесь находимся? А что-то происходит, да? Говорит, и мы, говорит, не теряем оптимизма, говорит, смеемся с дедушки, бабушка каждые 10 минут ему говорит, у нас война, там стреляют, нельзя идти, и через 10 минут он опять спрашивает, а что это так громко? А почему мы здесь сидим? К сожалению, сейчас дедушка не с ними, он пропал, его депортировали россияне. Когда стихли сильные бомбардировки, уже хотя бы не летали самолеты, люди стали выходить из подвалов, кто-то расчищать завалы, кто-то там наводить какой-то порядок, элементарно просто отвлечься от всего этого. Дедушка вышел за ворота частного дома на вот эту их улочку и пропал. Оказалось, что его ДНР и россияне, российские военные, вывезли в так называемый фильтрационный лагерь. Там его видели соседи. Когда папа с сестрой поехали его туда искать, его уже не было. Сказали, ищите в России. Мы обратились в Таганрог с его фотографией, и нам там сотрудники в вот этом центре, где временно размещают людей, которые кто-то сам выехал, кого-то депортировали насильно. И в этом центре его опознали по фотографии, то есть его забрали с улицы без документов. Он был похож, простите, на человека без места жительства, да, как говорят в народе, бомж, просто потому что элементарно у людей не было условий просто помыться. То есть 2 месяца воду экономили, пили по 2 глотка в день для того, чтобы не умереть от обезвоживания. И, естественно, купаться невозможно было. То есть это грязный человек, старый, который без паспорта, он не знает даже, как его зовут, и он не знает, как делать какие-то элементарные вещи. Его вывезли в Таганрог. Далее сказали, что в этот день, в конце апреля, отправлялся поезд в Пензу с такими людьми. Можете искать его там, потому что в Таганроге его тоже нет. 8 лет. Где мы были, я вам скажу. Я, например, делала все для того, чтобы поддержать мою страну,
помочь людям, которые бежали, в том числе из Донецка, и поселились в Мариуполе, потому что я еще и волонтер тоже вместе со своей семьей. Мы помогали и людям, мы помогали военным, как могли, что могли. И мы отстраивали, и мы делали свой город, да, вот Мариуполь, показательным, потому что, знаете как, вот сейчас они говорят про 8 лет, а все эти 8 лет все пенсионеры с оккупированных территорий Донецкой и Луганской области ездили, в частности, в Мариуполь для того, чтобы получать свои пенсии, для того, чтобы мамочки ездили получать пособие украинское на своих детей, находясь там. То есть они брали и там денежку, и там денежку. То есть все эти 8 лет мы наблюдали, как вы хотите приехать в Украину и приезжаете, берете здесь деньги, ходите здесь, покупаете продукты, покупаете себе вещи в Мариуполе, видите, как город развивается, видите, что в Донецке наоборот все только усугубляется, никто ничего не строит, никто ничего не делает. И вы видите на сравнении. Все 8 лет мы показывали и пытались показать, донести, что вот что происходит с украинским городом, да, на Донбассе, с Мариуполем, и что происходит с тем же Донецком, который раньше был городом Рос, который один из лучших и красивых городов Украины был, и что сейчас с ним сделали, что за 8 лет там не то чтобы что-то восстановили, как обещают сейчас громко оккупационные войска, там даже не сделали то, что они сами разрушили. Первую часть он снимал еще в 2015 году. Изначально фильм планировался про греческие населения вокруг Мариуполя. Это такая очень яркая, богатая культура. И в Мариуполе очень много греков. В 2014 уже началась война, и Мантес решил переделать сценарий и снимать про Мариуполь в контексте того, что вот были военные действия в городе, а сейчас они как бы вот линия фронта на выезде из города, да, чуть-чуть, ну, отодвинута на несколько километров. И он решил снять, как город Мариуполь, да, живет как бы относительно мирной жизнью, потому что ну, не было постоянных обстрелов, они были там в поселках, которые как бы укрепляли город и защищали сам Мариуполь. И вот он хотел показать на контрасте, как военные защищают Мариуполь, например, а в это время там в Мариуполе готовится какой-то спектакль, празднуется свадьба, ремонтируется обувь, ездят люди на трамваях. Ну, то есть вот это обычная жизнь, и что Мариуполь тоже такой уникальный город, что вот буквально вот я вижу там линию фронта и войну, а вот здесь там свадьба, еще что-то, и вот эта мирная жизнь, которая не останавливается. Смотрите, смотри, я вымахала. Папа, держи ее, держи. Сейчас, Папа, что подожди. с ним делать? В первый день, 24 числа, мне позвонил Мантес, потому что я снималась в первой части, и мы как-то так подружились. Очень прекрасный он человек. Знаете, это когда он готов пожертвовать собой для того, чтобы помочь другим. Это было вот про Мантеса. И 24 числа он позвонил и сказал мне, моей сестре, говорит, вы собирайтесь, приезжайте в Литву, я звоню друзьям, вам все организуют, вам найдут жилье, вам помогут с работой, вам помогут с деньгами, пожалуйста, вы только уезжайте, спасайтесь. Я сказала, что нет, я не поеду, а Мантес сказал, а я приезжаю в Украину. Мы отговаривали его, правда отговаривали, я говорю, Мантес, ты, наверное, не знаешь, не понимаешь, куда ты едешь, это сейчас, то, что сейчас происходит в Мариуполе, это не то, что было тогда. Тогда можно было отъехать от Мариуполя на передовую, да, ты рискуешь жизнью, естественно. Можно было там отсняться и вернуться как бы в тыл, в более безопасное место, в тот же Мариуполь, и находиться там. А сейчас это не то. Там бомбардировки с самолетов не прекращаются, там стреляют корабли с моря, самолеты, вертолеты с воздуха, работает тяжелая артиллерия, и это не считая уличных боев, которые уже начинались на окраинах. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Бога. Господь,
Милосердие, милость Твоя, она обновилась и в это утро для нас. Утро Но доброе. он сказал, что кто, если не я, покажет тот ужас и те зверства, которые сейчас творит Россия. Я считаю, что это моя миссия и судьба, и я должен быть там, я должен поехать, и я должен помочь мариупольцам, потому что мы купили ему машину для того, чтобы он мог отвезти гуманитарную помощь людям. Мы даже не кому-то конкретно передавали. У нас были, да, знакомые, которым мы просили его заехать, но это было настолько опасно, мы понимали, что это может не получиться. Мы загрузили полный бус гуманитарной помощью, это там пауэрбанки, потому что не было электричества, генераторы, это еда, это вода, это медикаменты, это лекарства, и для детей там были памперсы, детское питание. Вот, и он ехал с миссией, что он сейчас поможет людям, еще он сможет снять доказательства того, что делает российская армия, и показать это миру. Он снял, он показал, но, к сожалению, вот ценой своей жизни. Россияне убили его, они его сначала схватили, потом пытали, очень жестоко пытали. Зверством, которые с ним сделали, удивился даже человек, который проводил вскрытие, независимую экспертизу в Литве. Та жестокость, которая присуща, мы, если честно, сначала думали, что это могли сделать кадыровцы, но нам удалось выяснить, что это не кадыровцы, которым, ну, вот, за которыми замечена вот эта жестокость, отношения, да, это делали представители Бурятии. Били, расстреляли, и погиб он от выстрела в сердце. Сначала пытали, потом расстреляли и бросили. У нас есть тоже две версии, почему так. У него явный акцент, он хорошо знает русский язык, и он даже знает, как себя вести с русскими военными, потому что у него был опыт работы. Мы подозреваем, что, скорее всего, россияне подумали, что он может быть каким-нибудь иностранным наемником или еще кем-то, ну и плюс у него был телефон с собой, на который его взяли в тот момент, когда он шел помочь людям донести сумки и добраться до машины, чтобы вывести их, эвакуировать из Мариуполя. То есть машина проехать к бомбоубежищу не могла, и он вместе с волонтером пошел в это бомбоубежище помочь людям дойти и сказать, что вот есть машина, выгружайтесь, вас вывозят там в Запорожье отсюда. Насколько я знаю, он снимал в этот момент, пока они шли до бомбоубежища, но их заметили российские военные, ну и задержали. Как там у нас говорят, российская армия, она не мощная, она очень длинная. Вот пока мы всю ее не уничтожим, война будет продолжаться. И я думаю, это просто мое личное субъективное мнение, что, к сожалению, есть огромная поддержка россиян, есть правительство России, которое устроило, это даже, знаете, войной можно назвать то, что когда одно войско против другого, когда один человек с автоматом против другого, а когда человек с автоматом против мирного, когда люди сидят в плену, мирные, да, волонтеры, например, когда насилуют людей, и женщин, и детей, и мужчин, когда бомбы скидывают не на какие-то укрепрайоны военных, а просто на жилые дома, вот так на мастерскую моего папы в центре города Мариуполя скинули авиабомбу. Это 9-этажка жилая. Это даже не война, это преступление, это геноцид, это какое-то истребление просто всего украинского и такая ненависть к соседу, что я не знаю, как можно называть, там, да, они нас называют братским народом, а сами нас уничтожают и пытаются стереть нашу историю.